Почему я сижу в президентском самолете? Кто меня сюда вообще пустил? Что вообще происходит? Сейчас все объясню, не переключайтесь. Доброго дня! Минск, если вы не знали, это не только или какие-нибудь специальные туры для россиян в Зару. Точка сегодняшнего нашего интереса расположена буквально в паре километров от МКАД. И да, МКАД — это Минская кольцевая автодорога, на аэродроме Липки, где расположился аэроклуб. Обычно аэроклуб — это прыжки с парашютом, катание на легкомоторных маленьких замечательных самолетах, но в Липках достаточно богатая коллекция различной техники. И было бы абсолютно правильным и логичным взять билет на самолет и прилететь в Минск. Но я подумал, что сегодня в кадре будет и так достаточно много различных самолетов. Да и кто из нас здесь двоих нормальный? Точно не я. Поэтому 750 километров, 9,5 часов дороги, бензин и сочные хот-доги на заправках. Мы отправляемся. Ну и немножко красивых подсъемов по дороге, если получится. А пока мы едем, а ехать нам долго, самое время для небольшой предыстории, которую вы, конечно же, можете промотать. В 1991 году практически на самой границе современной Белоруссии и Польши были подписаны так называемые Беловежские соглашения. Подписаны они были между представителями Белорусской СССР, Украинской СССР и РСФСР. Если не вдаваться в подробности и не давать всему этому мероприятию оценок, то буквально через несколько лет это приведет к распаду Советского Союза и к образованию 3 новых государств. Однако сегодня нас будет интересовать парламентская республика Беларусь, вы, конечно же, поправите меня в комментариях, как правильно, в которой в 1994 году принимает Конституцию, страна становится парламентской, президентской и вполне логично объявляют первые президентские выборы. Иронично, что в первом туре этих выборов будет участвовать и председатель Верховного Совета Беларуси Шушкевич, который, собственно, и подписывал те самые Беловежские соглашения, и текущий премьер-министр, то есть глава государства Кебич, и весьма молодой, по меркам, конечно же, политиков, и амбициозный народный депутат Александр Лукашенко. Таким образом, к 1995 году имеем новую страну и первого президента, которому и предстоит наносить многочисленные визиты как к соседям, так и к партнерам по СНГ, а также в Китай, США и даже Югославии. Хоть Беларусь расположена в Европе и из Минска до Вильнюса меньше, чем до Гродно, но уже до Варшавы, Киева или Москвы трястись в машине по 8 часов явно не вариант для должностных лиц. Весьма логично купить для этих целей самолет. И очевидный вопрос, а если так нужно, то чего раньше не купили? Ответ: был не до этого. Развал СССР разрывает все логистические цепочки крупных производств, и часть рабочих, как бы так сказать, в общем, жили весьма скромно, и такой жест бы точно не оценили. Ту-154 разработан в конце 60-х, продержался на конвейере с 70-х по 92 год, а за моей спиной модификация Ту-154М, которая производилась аж вплоть до 2013 года. Если говорить нудным техническим языком, то Ту-154 представляет собой низкоплан со стреловидным крылом и Т-образным оперением, в котором расположено 3 двигателя, которые обеспечивают высокую крейсерскую скорость в районе 900-950 км в час. И это на самом деле много даже по современным меркам. Пассажировместимость самолета составляет примерно 150-108 человек в зависимости от модификации. Размах крыла 37,5 при длине почти в 50 метров. Однако нас интересует не Ту-154 или 154М, а конкретно данный 154М, который стоит за моей спиной. Предлагаю продолжить внутри. За моей спиной дверь в кабину пилотов, там никаких новомодных сайд-стиков и места аж для 4 членов экипажа, 2 пилотов, борт-инженера и радиста. А вы думали, если самолет президентский, то вы попадаете в мир роскоши и комфорта? Как бы не так. Роскошью и комфортом здесь даже по меркам 30-летней давности вообще, говоря, и не пахнет. Хотя пахнет здесь немножко странно, старым ковром. Честно говоря, я не знаю, устанавливалось сюда какое-нибудь специальное оборудование, как в командных летающих центрах для президентов США или Российской Федерации, но что-то мне подсказывает, что, скорее всего, нет. Хотя хочется надеяться, что какая-нибудь специальная связь или, по крайней мере, усилители здесь были. А вот
Телевизоров здесь, честно говоря, нету. Компоновка салона выполнена VIP-комплектацией. Самолет принимает на борт вместо штатных 180 человек только 49 пассажиров. Никаких люксовых элементов вроде полноразмерной кровати или душа здесь нету, разве что только отдельный санузел для главного пассажира. Самолет поделен на несколько отсеков, также есть парочка отдельных купе. И общая зона, в которой я, собственно, сижу, на самом деле она абсолютно точно такая же, 3 плюс 3 сиденья в ряд, как в Ту-154. Кстати, сидушка, если честно, вообще неудобная. Она жесткая, прям как бабушкина кровать. Использование самолетов в обычной авиакомпании или для перевозки VIP-пассажиров – вещи категорически разные. Строго говоря, во втором случае вам абсолютно все равно, сколько сожрет топлива 3 двигателя. Гораздо важнее, что их 3, что гарантирует высокую надежность. Ту-154 – это массовый советский самолет. Их было произведено свыше 1000 штук, и что самое главное, некоторые из них находились в парке будущей Белавиа. Cabin size по-советски. На самом деле ничего туда особо не положишь, поэтому весь шмот придется сдать в багаж. Разве что можно положить дипломат, но это какой-то странный каламбур. Как мы говорили ранее, двигатели у нас расположены в хвостовой части самолета, а это значит, что они добавляют комфорта путешествующим пассажирам за счет снижения уровня шума, что может быть не очень важно для коммерческих перевозок, зато очень даже как прикольно для перевозок VIP-пассажиров. Не, ну а вы что думали, я не лягу? Я лягу. Так, Сваливать? телефон. Да. Группа заходит, товарищи. Данный борт правительство приобретает новым. В 1995 году самолет был собран на самарском заводе «Авиакор». Из забавного, современный герб и флаг страны был утвержден всего-то буквально пару месяцев назад, поэтому изначально самолет был немножко в другой расцветке. Какой? Давайте попробуем вызвать стюарта или нечто с названием «Эскорт». Хотя что-то мне подсказывает, что Жанна уже не придет никогда сюда. И мисс Мурпл на самом деле тоже. Хотя панели приборов здесь могут вызывать чувство ностальгии. И вот этот вот звук щелкающий. Данный самолет для перевозки президента использовали с 1995 по 2003 год, а затем борт был передан для нужд правительства Республики Беларусь. А сам же президент пересядет на Boeing 737. В 2016 году из национальной авиакомпании выводят из эксплуатации 3 Ту-154 и вместе с ним данный борт. Самолет становится на стоянку в национальном аэропорту города Минска. В 2018 году самолет выставят на торги, начальная цена всего лишь $2 миллиона. Хотя никому самолет оказался не нужен ни на первых торгах, ни на последующих, и он просто пылился где-то там в углу Минского национального аэропорта. Самолет распилят на несколько частей и перевезут на аэродром Липки, где он сейчас и находится, в музее, в который вы тоже можете попасть, заплатив 20 рублей за вход. Мы заплатили не 20, сильно больше. Получается весьма дорогой такой экспонат, если честно. Как вы могли заметить, погода немножко улучшилась и даже стало солнечно. Однако мне пора выдвигаться в сторону дома, а вам пора все-таки поставить лайк, ну или дизлайк, тут кому что больше нравится, и, может быть, даже написать комментарий. Надеюсь, что видосик вам понравился, и до новых встреч. Спасибо за просмотр.